Переориентация экспорта белорусских продуктов с портов Балтийских республик на российские еще совсем недавно не рассматривалась всерьез. Белорусские власти были крайне уязвлены критикой литовской стороны за реализованный сценарий противостояния с недовольными результатами президентских выборов в августе прошлого года в республике. Александр Лукашенко открыто заявил, что литовцы еще пожалеют о своей позиции, и пообещал перенаправить экспортные потоки из литовской Клайпеды в российские порты на Балтике. Всего порт в Клайпеде в год переваливает приблизительно 40 миллионов тонн грузов. Пятая их часть приходится на белорусский калий, еще около 4-6 миллионов тонн на нефтепродукты из Беларуси. Белорусская сторона вряд ли в скором времени уведет экспорт калия из Клайпеды по одной простой причине: 30% акций терминала насыпных грузов контролируется белорусами, то есть выгода получается еще и от перевалки собственных грузов. Совсем иначе обстоят дела с нефтянкой, что на себе уже ощутила Литва, когда в конце 2020 года британская дочка белорусской нефтяной компании заявила о прекращении поставок на экспорт через литовский порт, благо и контракт соответствующий истек. Только за 9 месяцев 2020-го литовская сторона получила за перевалку белорусских нефтепродуктов 23,7 миллиона евро, в 2019-м 23,9 миллиона и 6,7 миллиона евро скорректированной чистой прибыли 7 миллионов годом ранее. Получается, что в 2021-м литовцы уже точно этих денег не увидят. Скепсис вокруг намерений белорусских властей сменить порт прописки для отечественных нефтепродуктов окончательно развеяло решение Александра Лукашенко подписать указ с соответствующим решением. Предполагается, что в последующие 2021-2023 годы через российские порты на Балтике будет перевалено 9,8 миллиона тонн белорусских нефтепродуктов. Желание российской стороны дозагрузить свои порты нефтепродуктами, которые белорусские НПЗ получают опять же из российского сырья, было и ранее, но все упиралось в стоимость услуг стивидорных компаний, а также тарифы РЖД. В ходе переговоров на экспертном уровне белорусской и российской стороне удалось найти баланс экономических интересов, чтобы и объемы поставок обеспечить для российских портов, и белорусы немного потеряли на увеличении транспортного плеча. В этом году белорусские нефтепродукты могут уйти в порт Усть-Луга, 150 километров от Санкт-Петербурга, порт Приморск, 5 километров от города Приморска, конечная точка Балтийской трубопроводной системы, и морской порт Санкт-Петербург. При этом белорусские власти придумали оригинальную схему, как и за счет чего построить свой терминал на российской Балтике. Для этого они рассчитывают получить согласие российской стороны на использование средств кредита на строительство БелАЭС, которые не были израсходованы. Эту идею белорусский лидер и озвучил в ходе встречи с ленинградским губернатором. Минск рассматривает возможность построить собственный терминал в Усть-Луге. Как вариант, белорусы могут войти в состав акционеров уже строящихся объектов. Кроме того, если рядом будет построен терминал для насыпных грузов, то Литва потеряет и транзит белорусского калия, то есть последние тонны белорусских экспортных грузов.